Да, Яна Бакунина. Добро пожаловать в русский подкаст. Спасибо, что пришли рассказать нам о вашей замечательной книге. Кстати, как лучше перевести ее название The Good Russian на русский язык? Здравствуйте, очень рада поучаствовать в вашей передаче. Хороший вопрос, потому что, наверное, все-таки правильнее было бы перевести как хороший русский, потому что как раз в книге я об этом пишу, то есть я пишу о том, что такое русский и что такое россиянин, потому что сейчас, это, естественно, по-английски все-таки Russian это Russian, вот, а по-русски у нас как бы все-таки есть различия между этими двумя словами, правильно? То есть русский как бы говорит о национальности, а россиянин говорит о принадлежности к гражданству. Поэтому все-таки хороший русский. Спасибо. А как вообще вам пришла в голову эта идея написать эту книгу? Как я поняла, это не первая ваша книга. Получается, что 4 года назад мы чувствовали себя настолько беспомощными, то есть что же мы могли сделать? Вот. Ну и как бы вот через какое-то время я подумала, что что я могу сделать, это я могу поехать в Россию, провести там какое-то время, поговорить с людьми, понять их точку зрения, потому что мне кажется, что совершенно невозможно найти какую-то, ну то есть разрешить вообще любой конфликт, любой, если мы не понимаем другую сторону, то есть точку зрения с другой стороны. Поэтому, когда, то есть решила, что я поеду в Россию, проведу там время и именно попытаюсь понять и тех людей, с которыми я как бы более близка взглядами, и с теми людьми, которых, так сказать, и мне самой нужно понять. Вот так и родилась эта идея. Читается книга очень легко, просто на одном дыхании, как роман. Вы пишете о жизни в Екатеринбурге. Это Урал, это все-таки далеко и от Москвы, и от Европы, и от войны, да? Как вы думаете, отношение к войне меняется в зависимости от города в Москве? Как вы думаете, отношение другое в деревне где-то, в большом городе? Что вы можете сказать? Ну, давайте, наверное, я скажу несколько слов о Екатеринбурге для начала. То есть это все-таки третий или четвертый самый крупный город в России. То есть он находится на том месте, где раньше, так сказать, столкнулись континенты Азия и Европа, да, то есть Уральские горы, которые были сформированы тысячи лет назад, они уже не такие высокие, но тем не менее, то есть это как бы граница Европы и Азии на территории России. Это тот город, где была расстреляна царская семья Николая II в 1918 году. Вот. Ну а также вот последний чемпионат мира, который сейчас даже невероятно об этом подумать, который проходил в России. То есть в Екатеринбурге тоже были стадионы, которые участвовали в том чемпионате. Что касается, как различается жизнь, ну вообще Екатеринбург это очень развитый, достаточно богатый город. То есть можно так сказать, я думаю, по уровню развития его сравнить с Петербургом, наверное, это было правильно бы сказать. То есть это очень такой развитый коммерческий, индустриальный город, население 1,5 миллиона где-то примерно. Что касается восприятия войны, ну, наверное, действительно, то есть, во-первых, я бы сказала, существует как бы две России. То есть одна Россия, возможно, да, находится близко, допустим, это вот там Курская область, Мгм. границы войны, а также есть Россия, которая как бы глубинка, то есть, как известно, большинство мобилизированных солдат, вот, а также, так сказать, тех, которые, допустим, подписали контракт о службе в армии сами. То есть эти люди, они вообще из маленьких каких-то сел, городков, поселков. Это, естественно, говорит о другом, как бы, во-первых, уровне жизни, то есть зарплаты совершенно другие, чем в больших городах. То есть
Конечно, в Екатеринбурге, скорее всего, зарплаты не такие, как в Москве, но тем не менее, по сравнению с каким-то там небольшим городком где-то там, это все-таки другой уровень. Поэтому, как бы, с одной стороны, так сказать, война идет, но с другой, если вы меня хотите спросить, видна ли она была на улице Екатеринбурга, это другой вопрос. Мгм, мгм, мгм. Я тоже недавно была в России, вот буквально 3 недели назад. Мгм. Да, когда я говорила, что я туда еду своим друзьям, у всех сразу такое выражение ужаса. Во-первых, все уверены, что там ничего нет, в магазинах ничего купить нельзя, полный кризис, упадок. И первое, конечно, что удивляет, по крайней мере, в большом городе, что это не так. Да. Ну, это совершенно не так, В да, то есть Екатеринбурге тоже, да? не, абсолютно. Конечно, то есть сейчас я была там в октябре 2023 года, то есть уже, так сказать, пару лет назад. Но насколько я понимаю, в общем-то ситуация не изменилась. То есть город процветает. То есть в магазине можно купить абсолютно все. То есть, во-первых, у них очень популярное вот это вот импорт-замещение, то есть как бы благодаря санкциям, если так можно выразиться, внутренние производители в России, то есть у них появилась возможность, так сказать, выйти на рынок с какими-то своими там продуктами, то есть это видно, например, в супермаркетах особенно. Во-вторых, никуда не ушли все эти, так сказать, европейские, например, бренды, то есть если вы хотите купить там нутеллу или кока-колу, французское вино, итальянский апероль, это на самом деле все можно приобрести. И эти продукты, они приходят в Россию через, так сказать, наше соседнее государство, то есть, допустим, Казахстан, Кыргызстан, Армению и прочее. То есть сейчас просто россияне, если они их хотят купить, платят немного больше за это, потому что путь как бы непростой, но тем не менее купить все можно. И что касается уровня жизни, то есть, понимаете, вот рестораны были просто забиты, то есть нужно было резервировать столик, допустим, во вторник вечером, в Мгм. октябре месяце. Вот. А какое у вас было ощущение в этот момент? Например, у меня было такое чувство сложное. С одной стороны, когда вы все это видите, кажется, как и в этой стране идет война, как это возможно? А с Ну, другой стороны, конечно, у меня там семья, я не хочу, чтобы они голодали, не могли себе купить лекарства. Вот что вы именно чувствовали? так, я с вами абсолютно согласна. То есть я, мне кажется, по крайней мере, целую главу своей книги именно этому посвятила, то есть описывая, что на самом деле я там видела и как это ощущается. То есть, с одной стороны, действительно, да, я хочу, чтобы у меня у родителей был доступ к лекарствам. И, в принципе, я понимаю, что, то есть, люди, которые, допустим, есть люди, которые, естественно, совершенно не поддерживают политику Кремля, но, тем не менее, решили по своим причинам остаться в России. То есть, я хочу, чтобы они продолжали жить, вот. Но сначала это было очень дико, а потом я заметила, что как бы через несколько дней я как бы уже к этому привыкла. Вот это тоже очень интересно было. Да, да, очень интересно. И часть, которая мне очень понравилась в вашей книге, вы описываете разные стратегии, Мгм. как адаптации, копинга, да, 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 да. как люди привыкают к этой ситуации. Кто-то сразу же поддерживает правительство, кто-то уезжает вообще, Мгм, мгм. кто-то уходит в себя или в хобби, в спорт, в работу. Что вы заметили? Ну да, именно так. То есть вот последнее, что вы отметили, это есть такое понятие внутренняя иммиграция. Я о нем не слышала раньше. Оказывается, оно пришло к нам еще, естественно, с тех времен, со времен Советского Союза, когда люди, которые, так сказать, не поддерживали режим, то есть они как-то пытались, например, если они хотели, допустим, читать какие-то запрещенные книги или слушать запрещенную музыку, или вообще, так сказать, пытаться понять вообще, что происходит за железным занавесом,
То есть они, так как они знали, что они ничего как бы с режимом не могут сделать, то есть они э, как бы уходили вот в эту вот внутреннюю миграцию. Вот и сейчас, что интересно, вот это вот понятие, оно как бы снова на слуху. И вот мне о нем как раз-таки говорили мои друзья. Вот, то есть эти люди, которые решили, что они уехать не могут, они, то есть у них нет таких средств, у них, допустим, есть родители пожилые, которых они не могут бросить, у них нет возможности зарабатывать деньги по своим профессиям где-то там. То есть это абсолютно для них дико, как они куда поедут. Вот. И, то есть, но с другой стороны, они как бы абсолютно не согласны с политикой Кремля. И поэтому они делают для себя выбор совершенно осознанный. То есть они действительно подумали, могу ли я уехать, не могу. Тогда что я буду делать? Ну, тогда я буду жить вот в этом как бы своем мирку. Эм, Некоторые люди действительно уехали, то есть я тоже описываю, мне кажется, несколько глав о том, как бы, ну, действительно, то есть почему они сделали для себя такой выбор, а также насколько это просто или нет. Спойлер, алерт. Это, конечно, не просто. Вот. Конечно. Ну, а также есть люди, которые, естественно, поддерживают Кремль. И мне было, то есть я попыталась понять, почему. И вот это тоже, то есть я попыталась описать, насколько я могла. Но, к сожалению, вот в принципе, те, кто поддерживают Кремль, о них тут, ну, в принципе, у них как бы одна, вот эта вот одна линия. То есть то, что вы видите, слушаете по телевизору, что вы читаете в интернете, которое тоже, так сказать, естественно, курируется Кремлем, то, что вы читаете в учебниках российских, или то, что вам рассказывают, так сказать, ваши друзья, например, и члены вашей семьи, это тоже, это все как бы под одну линеечку. Вот тоже было очень интересно, насколько вот это вот скоординирована вот эта вот пропаганда, потому что как это еще иначе описать можно. Ну, вам было интересно, а мне даже вначале было просто страшно, потому что когда твои родственники, не глупые люди, начинают говорить одними и теми же фразами, там, где вы были 8 лет, не все так однозначно. Да-да. Это на самом деле страшно, потому что это твои любимые люди, а они начинают как зомби говорить. Тогда как те, кто против войны, у каждого, я замечаю, часто свой аргумент, свои эмоции. Вот, так что, Ну да, ну вот понимаете, вот я вам отвечу. Дело в том, что мы с вами можем так говорить, что они звучат как зомби, но если вы беседуете с ними, так, конечно, я тоже так бы хотела сказать, но, к сожалению, это ни к чему ведь не привело бы, правильно? То есть я именно попыталась их понять с их точки зрения, потому что действительно все персонажи в моей книге, то есть это не какие-то там люди необразованные и прочее, и там не какие-то сказочно богатые, которые там тоже могут хоть что сказать, допустим. Это люди, которые получили хорошее высшее образование, которые работают, так сказать, ну, у которых прекрасная карьера, у которых как бы возможности, которые, естественно, были за границей, на Западе. Ну, то есть, может быть, никогда там не жили, но часто туда ездили отдыхать. И вот понять как бы мировоззрение вот этих людей, вот это, конечно, для меня было большой задачей. а зависит ли реакция, отношения к войне от возраста человека, от возраста, от образования, как я поняла, нет, да? А Нет, вот мне возраст, кажется, от образования, да. да, тоже? Все-таки, да, я думаю, что, конечно, вот те люди, которые, допустим, не получили, я думаю, что это вообще во всех странах. Вы знаете, даже сейчас я смотрю здесь на какие-то рейтинги правительства или, допустим, оппонентов в Великобритании, и образование вообще-то имеет огромную роль. Я думаю, в России точно так же, то есть те люди, которые, допустим, не получили высшего образования, которые работают, допустим, ну, условно, скажем, там, водителями или грузчиками, или там, скажем, какими-нибудь охранниками. То есть в основном они в своем большинстве поддерживают Кремль. Что касается, ну, опять же, как я говорила, есть люди, которые, да, будут с хорошим образованием, и тем не менее, то есть по разным причинам, которые я пыталась понять, все-таки относятся к Путину. Но что касается возраста, конечно,
вроде как мы считаем, что вот пожилые люди, допустим, они, так сказать, вот скучают по коммунизму и прочее. Вот здесь я бы не согласилась, потому что, к сожалению, есть очень много молодых людей, которые, допустим, выросли, всю жизнь прожили в России при Путине, которые полностью его поддерживают. Есть люди, которым сейчас где-то по 70 лет с лишним, и они абсолютно, то есть они просто молчат, но они абсолютно это ничего не поддерживают. Они как бы не то, что они сами помнят, потому что они, скажем так, родились, допустим, либо при Сталине, либо чуть после этого. Ну, то есть они как бы не застали вот этих всех ужасов, но они как бы все равно выросли, хотя бы даже, допустим, при Брежневе. То есть все равно у них есть еще какая-то вот такая вот память, как бы как мышечная, что ли. Прекрасно понимают, что сказать ничего нельзя, нужно просто как бы молчать. Но многие, конечно, как мы знаем, и не молчат, и выходят и даже участвуют в протестах, когда это было как-то возможно. То есть я думаю, что здесь я бы не стала, так сказать, здесь делать какое-то обобщение. Вот. Хотя, конечно, если мы скажем, что как бы где основной, э, ну, основное население с более такими либеральными взглядами, это, конечно, тогда уже люди, допустим, там 20, 30, 40 лет. Вот. Вот эти вот две, то есть более молодые, более пожилые, неоднозначно. А вообще, есть ли сегодня у людей в России возможность получать достоверную информацию? Вот очень часто мне задают этот вопрос. Мгм. Я часто говорю, что да, все сайты открыты, BBC, мне кажется, работает, можно читать, но хочет человек это делать, это другой вопрос. Не, ну абсолютно правильно, да. То есть в принципе, каждый человек, практически каждый человек может найти все, что угодно. Сейчас, чтобы, допустим, открыть сайт, скажем, BBC на русском языке, нужен, конечно, VPN, то есть без этого никак. Это все закрыто. То есть это было закрыто с первых дней после начала. То есть это уже, получается, 4 года. Мгм. Вот. То есть понятно, что, допустим, там какие-то там пожилые люди, допустим, они не могут, так сказать, они не знают, как это, так сказать, подключить и прочее. Но это, скажем так, единицы. То есть, если кто-то хочет получать достоверную информацию, они могут включить VPN либо на компьютере, либо на своем телефоне, открыть сайты, открыть какие-то телеграм-каналы. Опять же, вот это вообще самое простое. Подписаться, например, на какого-то журналиста, который пишет на русском языке и живет в Европе, и прекрасно все это читать и получать. С другой стороны, хотят ли они? То есть, опять же, тут я бы сделала абсолютно точно параллель с Европой или, допустим, Соединенными Штатами Америки. То есть, как у нас, например, здесь в Европе люди читают как бы определенную информацию, которую они хотят читать, и они не будут, допустим, читать какие-то источники, с которыми они как бы не согласны. То есть и точно так же и в России. То есть, ну, допустим, здесь это на Западе это немного проще. Ты просто, так сказать, переключил канал, открыл сайт, например, The Guardian в Великобритании или, например, в Америке ты там, ну, там точно вот это разделение есть. Но опять же, конечно, это нужно, стоит только захотеть. И я тоже, скорее всего, не читаю какие-то там ультраправые газеты в Великобритании. Это тоже можно понять. Ну, правда, конечно, BBC, они стараются хотя бы немножечко как-то нас Информировать. да, информировать. Ну, понятно, что, то есть это есть. Поэтому нет. Другое дело, что люди, например, некоторые, скажем, открыли какой-нибудь там портал Яндекс, чтобы посмотреть, когда им высаживать, я не знаю, там тюльпаны или чеснок. Вот. И этот вот советы по садоводству прямо после этого будет писаться какая-нибудь там политическая информация о том, как в Украине все люди фашисты и прочее, прочее. Вот тут, конечно, так сказать, это даже, ну, очень трудно себя как бы вот, ну, вот поставить такой фильтр
и вот на это не поддаваться. Потому что, как вы уже заметили, действительно, то есть люди, которые вроде были совершенно не глупые, то есть они прожили жизнь, получили образование, они были в Европе, но, к сожалению, так сказать, сейчас их взгляды совершенно не либеральные. Ну, получается, что все равно это немного труднее, потому что Это нужен немного VPN, труднее. YouTube работает. Да, Да. Мгм. конечно. Пропаганда работает. Мгм. Что нужно для себя понять, да. Мгм. Мгм. С начала войны в России власти очень ставили большой акцент на то, что по всему миру вот теперь притесняют Мгм. русскую культуру, русский язык. Да. Хотя, да, конечно, был сначала шок, и всех Мгм. россиян русских обобщали, да, под Да, одну да. гребенку. Вот. Но сейчас, например, в Париже в опере да, Евгений Онегин, Мгм. здесь фестивали русских мультфильмов. Вот. Мгм. И я, например, своей семье все время, каждый раз отправляю фотографии, чтобы им показать, что это не так. Вот. Кстати, правильно, правильно. Мне тоже нужно, я тоже точно так же делаю, и мне, наверное, нужно это даже чаще делать. Вы знаете, вот буквально до разговора с вами я очень много хожу в театр в Лондоне, и я только что купила билет на пьесу «Месяц в деревне» по Тургеневу. Я никогда в жизни не только не ходила на такую пьесу в Лондоне, я никогда в жизни в России не ходила на эту пьесу. Я даже вообще не слышала, если честно, что Тургенев еще и драматургом был. То есть для меня это, вот, потом у нас в Национальном театре э, ставят в этом году Горького. У нас здесь в Лондоне ставят Горького и Тургенева. Ну, то есть, что еще можно сказать по этому поводу? Нет, вообще русофобия это тоже, это такое, как бы концепция, которая, опять же, разработана российским правительством. То есть, действительно, в какое-то время, возможно, что-то тут такое было. На самом деле я особо это не почувствовала. Первое время я вообще никуда как бы старалась не выходить, Мгм. потому что мне было самой как бы стыдно. Но потом, так сказать, я не знаю, привыкаешь ко всему. То есть, если разобраться, то есть Россия палит по Киеву вот прямо сейчас, правильно, на этой неделе. Ну, как бы жизнь продолжается. М, м. Как отреагировали ваши родственники, друзья на публикацию вашей книги? Потому что все-таки они там упоминаются, да. Есть ли у них возможность ее прочитать? Ну, отреагировали, так сказать, ну, кроме, я очень много, конечно, тоже, не знаю, много или немного, но я достаточно пишу о своей семье в этой книге. Вот, не буду, так сказать, об этом сейчас говорить, пусть люди читают, но, к сожалению, так сказать, ну, не все вообще отреагировали. Вот. А те, которые отреагировали, то есть они, конечно, за меня очень рады. Мгм. Что касается передачи книги в Россию, я думаю, что, ну, этого я пока не делала, и вообще, наверное, может быть, не стоит даже. Но те, которые как бы вот участвовали как раз в написании этой книги, вот у меня есть подруга, которая живет в Испании, то есть, конечно, она эту книгу с радостью получила и прочитала и прочее. То есть, ну, естественно, все, как бы, кто участвовал в этой книге, опять же, неважно, какие у них взгляды, то есть то есть я им всем заранее давала прочитать главы, в которых они упоминаются. Ну, то есть, во-первых, для безопасности людей, потому что все имена, так сказать, и прочее я поменяла. Вот. Ну, а также, чтобы они действительно почувствовали, что я правильно отразила их взгляды, то есть действительно, все-таки эта книга в первую очередь не обо мне. То есть я пыталась передать именно то, как сейчас ощущают себя, о чем думают, о чем переживают люди, которые живут в России сейчас. Большое спасибо, Яна, за это интервью. Всем рекомендую еще раз прочитать эту книгу, Мгм. да, на Спасибо большое. английском, на английском. А где же ее можно купить? Да, ну, если если вы живете в Великобритании, то, конечно, эта книга, она, в принципе, в любом книжном магазине.
М. Да, если нет, то тогда, ну, ее можно заказать по Амазону, и, насколько я знаю, она приходит достаточно быстро. И причем мне даже говорили, что когда ее, допустим, заказывали из Германии, даже доставка была бесплатной каким-то образом. Вау! Поэтому, да, поэтому я надеюсь, что ваши слушатели приобретут и почитают. Я Спасибо. уверена, да. А я вам желаю дальнейших успехов творческих и надеемся увидеть скоро следующую книгу. Спасибо, спасибо.